16 мая 2023 года. Только проснулся недавно. Хорошо спалось. А костер все дымится. Это ж такое осина. Она аж внутри вся выгорела. Ну, сейчас сложу, пусть дымится дальше. Мощное бревно, но сгорело почти все. А это вот остатки от того первого пенька. Надо сегодня будет искать опять что-то такое подобающее. Характерный такой пепел от нее и запах. Может, это не осина, я так называю. На самом деле это, скорее всего, ольха. В общем, лиственное такое дерево. Сейчас поем гречку с яйцом. Потом пойду проверю, что там с вершей. Вон там бутылочка находится. Электричество у меня что-то не очень хорошо с ним. Подразрядился телефон. И заряжается пауэрбанк как-то не лучшим образом. Комары есть, но не очень много. А вот что с лодкой. Вчера я ее сдул. Ну и вот, поднялась температура. И она, ну, ничего. Она надулась, конечно, но не критично. Всегда вечером надо сдувать лодку обязательно. Потому что иначе она может раздуться очень-очень сильно. Компот сварил вчера. Сейчас он холодненький, наверное. Хороший такой компот. Попью. Слушал радио. Очень мне нравится в палатке уже совсем перед сном слушать длинные волны. Там не надо антенны никакой. На магнитную все это ловится. И вот я слушаю на частоте 225 килогерц. Польское радио. Ну, естественно, язык-то я не понимаю. Там что-то, какие-то слова. Но это не важно. Там музыку передают. Концерты. То такой концерт, то сякой. Хорошая, качественная музыка. Вот. И тут я и понял, для чего в радио встроен таймер сна. Вот. Есть тут слип-таймер. Вот. Когда включаешь его, можно под радио засыпать, и потом оно само все отключится. Но я, правда, так не делал. Я отключаю его вручную, но тем не менее. Очень даже здорово. А качество звука, что удивительно, на длинных волнах, ну, вполне себе достойное. Слышал я, что в Англии, ну, в прошлые времена, именно вот на частоте от 200 до 500 килогерц передавали классическую музыку, произведения разные там, которые исполняются оркестрами, ну, симфоническими там и всеми прочими. Потому что якобы на такой частоте можно очень качественно при АМ-модуляции передавать звук. Ну, правда это или неправда, почему так, не знаю. Но, конечно, качество звука другое, не как по FM. Там что-то все-таки есть, какое-то различие. Ну, это, конечно, сейчас уже не массового распространения подобное
прослушивания. Мало кто знает вообще про длинные волны. Что такое вообще, какие есть волны длинные, метровые, средние, там волны или же короткие. Никого это сейчас не интересует, к сожалению. Ну, а может и к счастью, мы не знаем. Хотя, конечно, я считаю, что человек должен иметь хотя бы общее представление о естественно-научных дисциплинах. И про радиоволны, и про то, какое расстояние до Луны, и до Солнца, и что вокруг чего вращается, какая глубина океана, и так далее, и тому подобное. Все-таки это надо базовые какие-то знания иметь. А иначе что это? На мой взгляд, конечно, не очень. Но сейчас не то время. Сейчас время, во всяком случае, у нас совсем другое. Ловля на спиннинг не идет здесь совершенно. Ну, что поделаешь. Зато леща вчера ел. Вкусно очень. Насколько же все-таки вкусен этот лещ, это словами не описать. С гречкой по древнерусскому рецепту. И вот ландыши. Буду заряжать все. Электрооборудование, телефон и фонарь. А потом аккумуляторы для радио. Есть, готовить. Ну и еще другими делами заниматься. Дрова искать. Вот мои задачи. Это на самом деле большое счастье, когда такие задачи, а не какие-то другие. И, к сожалению, счастья этого остается очень-очень мало. Вот чем еще хорош костер из больших бревен. Разжигать его утром не надо. Если остались хотя бы какие-то угольки, засвистел, то достаточно просто сложить это все в кучку, и он сам по себе через короткое время заполыхает. Вот, пускай сейчас немного разгорится, и я на нем приготовлю себе завтрак. Чай буду заваривать. Хотя чай, чай? У меня еще компота 5 литров. Задача выпить компот. Чай потом, наверное. Вот у меня на этой стороне стоят всякие столовые принадлежности. Газовая горелка, сковорода, сосудик для заваривания чая, миска, кастрюля с гречкой. Вот так вот тут всякие вещи. О, какая гусеница на мою миску покусилась. Удивительно. Первая половина вперед передвинулась. За ней подтянулась вторая. О, как. Вот еще один лещ. Чуть-чуть поменьше, чем вчерашний. Но примерно такого же габарита. Ну, это грамм 600, наверное. Ну, точно сказать сложно. Ветер сильный поднялся.
Я прям аж боялся туда выплывать, хотя совсем недалеко. Падают ветки иногда. Да, ветер для надувной лодки это катастрофа. Но зато лещ. Подзарядил еще туда хлеба немного, пожирают хлеб, видимо, мальки какие-то или кто-то, не знаю, мелкие рыбы, проходящие через ячею. Но лещ, сейчас буду, значит, чистить его и все то же самое готовить. Блюдо, которое князь Игорь уважал, когда на половцев шел, лещей этих ел и шашлык из курицы. Ой, давно это было. Очень давно. 1000 лет назад. Палатку закрыл, чтобы порывы ветра ее не колбасили. Так она более обтекаемая. Вообще, вот очень грамотная вещь такая палатка. Очень. Потому что, ветроустойчивость просто феноменальная. Не знаю уж, какой нужен ветер, чтобы ее сложить. От дождя очень эффективно защищает, потому что все стекает. Нету зон застойных, от снега. Там достаточно просторно и удобно. Так что, и соотношение вес-объем, просто вне конкуренции. Можете, она уступает палаткам типа домик, но там никакой ветроустойчивости и прочей устойчивости. О, какая удивительная бабочка разноцветная. Получится ли ее заснять? Вот она. Такие цвета. Это же просто что-то. Сколько в природе красоты. И жестокости много в природе. Вот. Придется сейчас порешить жизни его. Порешить. Ну а как быть? Не живым же его есть. А в природе и живым съедают. Мы, люди, все-таки более милосердные. Некоторые из нас. Хотя тоже те еще. Спальник. А вот сюда я повесил компот. Потому что опять нападение муравьев. Стоял на земле, вот только солнце вышло, вылезли муравьи. И давай лезть в компот. Непорядок. Поэтому пришлось повесить на дерево. Тепло на улице, но ветер. Ветер плохо, да еще в плохую сторону. С такой будет продолжаться, не знаю, как я отсюда буду вообще выбираться. Сейчас займусь лещом и гречкой, луком, вот такими делами. Самыми лучшими в мире делами.
Пожарил я этого леща. Икры в нем не было в этот раз. Приготовил вот гречку. Но пока ничего еще это не ел. А как выгорели бревна внутри. Чай заварил. Радио сейчас не слушаю. Отдыхаю. Ветер. С одной стороны, он комаров сдувает. Это, конечно, хорошо. Но с другой стороны, наводит на мысли печальные, как выбираться отсюда придется. Спальник. Ну, каждый день, естественно, просушиваю. Компот вот здесь вот висит. Да еще так, чтобы он касался минимально ствола дерева. Иначе муравьи залезут. Сейчас я думаю отправиться на поиск хороших дров. Ну, не то, что на поиск. Я знаю, где они находятся. На сбор дров. На заготовку дров. Тут вот заряжаются батареи эти. Павербанк. Что-то как-то он меня расстраивает. Все еще только 84%. Ландыши растут с каждым днем. Воздух вообще насыщен такими ароматами удивительными. Но это еще не от ландыша, а от каких-то других растений. А вот, кстати, тут есть интересное растение с рыболовной точки зрения. Вот. Как оно называется-то? Бузина, по-моему, да? Вот это вот бузина. Говорят, что в районе корней бузины может находиться червь. А червь тут это большое дело. Если удастся найти червей, есть шанс попробовать половить угря. Очень драгоценную и вкусную рыбу. Порывы ветра то налетают, то тише. Но так в целом неспокойная ситуация. Когда ветра нет, комары. Когда ветер есть, падают шишки. Ну так тут жизнь протекает. Гречки осталось не очень много. Но у меня еще пачка есть, еще пачка риса. Тут могу надолго задержаться. Ну, спальник скоро уберу в палатку. Что ему тут висеть? Просох давно. Да он, в принципе, и не отсыревает как-то особо. Но это ритуал. Это обязательно. Каждый день сушить. Пух там будет лучше, мягче. Такой он весь расправится. Спать хорошо. Даже уже жарковато в таком спать на самом деле. Ночью 11 там градусов. Это для такого спальника немножко перебор. Но, как говорят, пар костей не ломит. Это лучше, чем лежать, дрожать, когда там зуб на зуб не попадал, не грела телогреечка. Так что лучше потеплее. Тем более пуховый спальник, чем хорош, у него большой температурный диапазон комфорта. То есть даже когда достаточно тепло на улице, в нем не дискомфортно. Видимо, много черники будет в этом году. В общем, пойду за хорошими сосновыми дровами. Схожу. Вот ствол такой лежит. Сейчас я эти ветки порублю. Может, что и попилю. Сейчас пойду потом пилы настроим. Сам ствол, конечно, тоже хотелось бы использовать. Ну, хотя бы ветки. Тут ветки такие выше меня в 2 раза торчат. Вот это вот, например. Ну и сам лес такой красивый. Буду сейчас рубить с помощью мачете. Пила, она хороша, когда вот довольно толстый ствол. И если ровно надо. А если просто кое-как отрубить, то это мачете, конечно, быстрее и проще. Но вот такую, например, мачете уже, ну, это можно, но тяжело. А вот эти вот все, это как раз под мачете работа.
Если это нарублю, очень можно сделать яркий, светлый такой жаркий костер вечером. Потому что это сосна сухая, она горит очень здорово. Вот пару минут работы. Где мачете, где так выломал. И вот, пожалуйста, очень прекрасные дрова. Теперь их еще дотащить надо. Тоже непростая задача. Ну, я веревку вон взял. Дотащу. Тащить тут, в принципе, не особо далеко. Вон уже берег озера. Иногда они выламываются, эти ветки. Иногда надо рубить, вот как тут. А иногда сам ствол сгнивает. Вот, например, как здесь. Сгнивает он. И ветка выламывается. Потому что ветка-то сохнет, а ствол гниет. Ну и вот тут тоже такая же ситуация тоже получилась. Выломать. Ну а где-то и рубил. Вот ту можно спилить пилой, силки. Как раз самое оно будет. А потом там у меня около моего стойбища огромные там сосновые есть такие заготовки. Но это я подумаю, там надо инженерную хитрость применить, как ее подпереть чем, чтобы можно было перепилить. А это вот для яркого светлого костра вечером. Такие сухие, сосновые, смоленистые дрова. Сейчас попробую их дотранспортировать. Это тоже непростая задача. 4 часа. Пришлось развести костер. Очень что-то много комаров. Зажирают. Ветер все не прекращается. Ну вот я собрал пилу. А для чего? А для того, чтобы пилить хорошее сухое бревно. Вот там вот, в той стороне, вон оно там лежит. Но столкнулся с трудностями. Допилил его практически. И пилу защемило. Тогда я приподнял с помощью рычага. Вытащил пилу. Но все равно там остается небольшой такой кусочек, не поддающийся перепиливанию. Придется, видимо, силки доставать и снизу пилить. Потому что столько сил затрачено уже. Надо добить. И сюда притащить. А так там огромная сосна лежит. Тоже спиленная. Вот эти вот люди с бензопилами, конечно, возмущение у меня вызывают. Приходят в лес, спилят там дерево. От него кусочек отрежут и валяется потом. Ну зачем вам это надо? Ну что это за бензопилы? Понятно, вы строительством занимаетесь. Там бензопилы, да. А вот так вот лес поганить. Пилить там, что не придется. Люди, одумайтесь. Стыдно это и глупо. Вообще, на мой взгляд, с любыми бензиновыми инструментами в лес вход запрещен. Ну, зачем вам это тарахтение? Зачем вам это все надо? Вы что тут собираетесь делать? Не знаю, ведьму сжигать на костре? Столько дров. Вон, ручными инструментами пилите. Или вы что, немощные, что ли? Вы же все такие мачо себе представляете, что вы крутые мужики. Ну так пилите вручную, а не этими бензопилами. Раз вы крутые. А так крутые типа и все прочее приносит с собой биотуалет. Ну, что это такое? Ладно бы принесли, но так ведь и не уносит обратно. В общем, не понимаю некоторых людей. Не понимаю. Какое-то свинство просто вот. Потом еще удивляются, парадокс Ферми, там, почему с нами инопланетяне не общаются. Вот поэтому-то и не общаются. Кому интересно со свиньями общаться? Надо нам сначала культур-мультур подтянуть, а потом уже про инопланетян думать. Вот.
небольшая облачность. И все равно вроде как заряжается постепенно. Зарядил сейчас от павербанка телефон до 100%. Ну, как-то он плоховато работает. Плоховато. Не пойму, в чем дело. Скорее всего, просто отображение этих процентов не соответствует действительности. Калибровка нарушилась. Думаю, в этом дело. Там 99 и 80, там, допустим, это совсем не то же самое. То есть, ну, какое-то нарушение калибровки. Леща так еще и не ел. Вот сюда его в кастрюльку переместил, чтобы он под крышкой лежал. Мало ли, насекомые там всякие. Просто с утра так неплохо я позавтракал, что пока есть ничего не хочется. Вчера 3 раза ел за день. Это многовато для меня, как бы. Но, слава богу, желудочно-кишечным трактом все нормализовалось. Больше никаких тьфу-тьфу-тьфу расстройств больше нет. Все вошло, так сказать, в норму. Ну вот, всего несколько движений пилой, силки, и бревно вот это отделилось. Вот о чем я говорил. Кто-то тут спилил бензопилой. И вот такое вот дерево, не слабое такое, упало. И ничего с ним не сделали, главное. Вообще ничего. Просто спилили. Зачем? Может, там верхушечку какую-нибудь отрезали, я не знаю. Но метров 20, а может и больше длиной. Да, вот там вот, может, что-то там не хватает чуть-чуть. Ну вы чё, ребята? Вон. И вот такое вот все. Я, конечно, перепилю обычной ручной пилой. Это не проблема. Там единственное, надо подкладывать, чтобы она не защемлялась. Хорошая, сухая, в общем-то, сосна. Вот такое 1,5 метра бревно. Максимум, что можно нормально утащить. Вон, тут даже клин я вставлял, чтобы разделить это все дело. Вот, сейчас вот веревочкой. Вот рычаг. Подставлял рычаг. Там, сям. Вот, это перепилил лучковой пилой. Ну и у меня вот там вот, я думаю, на время моего пребывания это вполне хватит. Вот такого вот. Очень хороший габарит. Ну, самое оно. Вот от этой вот отрезал тоже лучковой пилой кусок и использовал как рычаг. Вот такие вот техники лесорубные. Сейчас поволоку это все туда, к костру. Вот, собственно, где костер. И вот что там происходит. Как бы сверху что не прилетело. Как их колбасит. Страшное дело. А палатка-то вот там стоит. А костер вот там. Ветер меняет направление. То туда, то сюда. Но в большей части в сторону для меня неблагоприятную. Вот. Пока никуда не поплыву. Уже за лещом плавал, когда натерпелся страха. До леща до этого 10 метров. Я сижу там в камышах, думаю, вот сейчас порывы прекратятся порывы. Я быстренько раз, только я собираюсь, как налетит, да он сейчас меня перевернет просто. Лодка-то не груженая. Ее может, как поплавок, ветром раз. Конечно, чтоб ничего, я бы не утонул, ясное дело, как-нибудь выбрался, но было бы очень неприятно. Вот, но все-таки преодолевая страх, сомнения. Кстати, вот о чем я рассказывал. Вот, посмотрите, что эти настоящие мужчины, мачо, позволяют себе в лесу. Ну вот как так? Ну что за такое паскудство? Не знаю, как уж это назвать, но, на мой взгляд, это паскудство. Привезли с собой вот это дерьмо,
так и увезите обратно. Не поганьте в лесу, не поганьте. У себя на кухне там поганьте, ведь нет. У себя на кухне все, обойки там, все хорошо. А как чуть за дверь вышли, все, можно делать что угодно. Нет уж, ребята, так не получится. Сама жизнь вас жестоко накажет за такое поведение. Пришло время поесть. Натрудился сегодня не слабо. Поэтому, думаю, пора перекусить. Пасмурно как-то. Наверное, звезд не будет ночью. Хотя, кто знает. Обычно так случается, что днем пасмурно, а ближе к вечеру, может, и потеплее будет. Сейчас гречку разогрею. Вот рыба. С рыбкой поем немного. Какие тут песни суровые. Что это потом посмотрю. 15, 245 на 19 метрах. Сейчас вроде как поменьше стало комаров, а то вообще сжирали, искусали все ноги. Не взял я репеллент, не думал, что они будут. Думал, будет холодно. А вот это, конечно, вызов для меня. Такое бревно не слабое. Посмотрим, может, ради развлечения его разделаю. Тут есть что поразделывать. Отсюда видна бутылка моя. Ну, не знаю, так, наверное, не видно. Где-то там она, прикрепленная к верше. Верши, дающие лещей. Очень вкусных. Вот сейчас я как римляне. Здесь вот залягу такой с лещом и гречкой. И буду наслаждаться. Сходил, набрал водички на роднике. Когда пасмурно, заряжается не очень хорошо. Медленно заряжается все. Ну, по чуть-чуть, так вот, понемногу заряжается. А ландыши все больше и больше, с каждым днем. Такие они, можете... Ну, конечно, цветение я вряд ли застану. Но просто хоть посмотрю на них. Здесь вот другая популяция. Более такая еще незрелая. Пила.
Видно, что она из углеродистой стали. Слегка поржавела. Это на буже еще было. И вот это бревно. Такое не слабое. Ну вот там тоже еще это всякое. Вот этих еще несколько штук я еще не принес. Потом схожу, принесу. В общем, будет костер сегодня офигительный. Моторок, кстати, нет. Может, и действительно, правда, запретили им ездить. Это очень было бы здорово. Потому что вот это надрывные эти звуки. Думаю, вот ты пропадите пропадом туда-сюда, туда-сюда. А сейчас вроде ничего нет. Ни моторок, никого. Полнейшая пустота. Огромный плес. Вот до противоположной стороны, вот там вот 4,5 километра. Вот такой вот плес. И лещи тут живут, вот в этих местах. Очень вкусные лещи. Пойду есть леща вкусного. Ne temelli gidebilir, ne o bensiz edebilir, ne temelli gidebilir, ben de öyle bunu bilir, sade gözden durup biz, alev alev çeler biz, ayrılsak da, ayrılsak da. Gün olur ne arar sorar, gizlenir de beni sınar. Gün olur ne arar sorar, gizlenir de beni sınar. Bilirim kim için yanar, sade gözden durarız biz. Alev alev çeler biz, ayrılsak da. Ayrılsak da ayrılsak da beraberiz.
Вечереет. 9 часов почти. Сегодня много дел было сделано. Почти все, что запланировано. Комары, конечно, достали. А я по глупости не взял ничего от них. Вот только носки еще не постирал. Но это ладно, не горит. Лодку вытащил. Всегда вечером вытаскиваю оттуда от берега. Спиннинги тут стоят. Один раз сегодня попробовал половить, но все равно там ветер. Рубил, пилил. Там еще отпилил такой вот кусок, как лежит тут. Вот это все перерубил. Вот это сейчас буду рубить. Порублю, а потом пообсохну и буду переодеваться в вечернюю форму одежды. Расскажу, что у меня за вечерняя форма одежды. У меня изотермический комбинезон из флиса Хайлофт сплавовский. Вообще у меня их два. Один из Power Stretch, там какой-то, ну такой полегче. А второй из Хайлофт. Вот я его в этот раз взял. Хороший комбинезончик. Как раз под холодные такие неприятные температуры. Ну, вечером будет 10, там 11 градусов. Вот. Сверху ветровка тоже сплавская. А внизу штаны Columbia Titanium. Ну, это такие прочные синтетические штаны. На коленях и на заднем месте там упрочнение. Как бы встроенная сидушка, можно так сказать. Вот. И вот я одену этот комбинезон. Потом кепку заменю на северовскую шапку, потому что она удобнее для фонаря. И буду наблюдать за небом, смотреть. Вчера, кстати, видел несколько объектов очень интересных. Ну, маловероятно, что это спутники. Ну, что-то такое. Не берусь утверждать, что это. НЛО, не НЛО. Ну, в общем, 3 объекта я видел. Огоньки такие двигались в небе своеобразного цвета, отличающиеся от звезд, такие более яркие, переливающийся, такой синеватый какой-то или желтоватый свет. Вот. И движение их необычное. А погода пасмурная сегодня. Может, и ничего и не удастся посмотреть. Смотрел через трубу на птиц, на уток различных там. Очень четко все видно. Наблюдал, как они там плавают. Видел такую вещь интересную. Утки, оказывается, ловят насекомых над водой. Я думал, они в воде только все едят. Но нет. Они такие раз-раз клювом ловят пролетающих над водой насекомых. Вот что дает труба. Она позволяет посмотреть за жизнью птиц, там, других всяких животных. В общем, трубой я очень доволен.
Хотелось бы, конечно, к ней окуляры еще всякие разные. Есть 15-кратный, а есть вроде даже 40-кратный. У меня 20-кратный. А вот компот висит. Пью время от времени компотик. Он дает силы, энергию. Вот я сегодня напился компота и вон сколько всяких дел сделал. Но с электричеством туговато. Вот, заряжал. Полностью вот эти вот батареи не зарядились. Те, что в приемнике, тоже не полностью. Ну ладно. Сейчас уже не так много времени остается для прослушивания. Днем я тоже не весь день его слушал. Так, включу, послушаю. Потом ушел в лес там пилить и, естественно, выключал. Для кого он тут будет играть? Непонятно. Вот. Так что все хорошо, если бы не полчища комаров, которые просто зажирают и заставляют костер весь день жечь. Прям чуть ли не с утра. Только в дыму костра можно сидеть нормально. Чуть отойдешь, все. Просто облепляют. Ноги все искусали. Там, где носки, там не чувствуется, как садится комар. Только уже когда кусает. Там просто все изъедено. Но у меня, к счастью, вот эти укусы, они не зудят, не чешутся. Уже как бы привычка такая. Ну, укусил, неприятно, но не как-то ужасно. Вот такое вот еще одно бревно я там отпилил. Тоже лучковой пилой. И сейчас его, может, притащу сюда. А может, сейчас и порублю. Ну, в общем, есть чем заняться. Вот как раз сейчас примерно 10-й день. Ну, по сути, 6-го я уехал. И вот сейчас 16-й. Вот 10 дней. И я чувствую, начинается уже эффект похода. То есть энергия, бодрость, сила. Я многое делаю. А до этого было тяжело. Вначале я вообще даже, кажется, болел немного. Вот, еще в Москве простудился. Вот, но сейчас уже все. Тьфу-тьфу-тьфу. Вот. Ну и расстройство желудка у меня было тоже небольшое. Я на капусту грешу. Вероятно, она виновата. Ну, такое просто вот слабило. Ну, что поделаешь. Просто это когда вот на лодке плаваешь, это не очень хорошо. А когда на берегу находишься, ну, небольшая проблема. На этот я все мечтаю что-нибудь поймать. Всего один раз на такую снасть я ловил рыбу. Ой, большую щуку. И упустил ее по глупости. Уже вытащил на мостки, все снял. И вот не удержал, она в воду хлопнулась и уплыла. Здоровая, больше 2 килограмм, наверное, была. Может, под 3. Не знаю, большущая рыба. Вот. Очень хочу разловить, но шансов мало. Конечно, хотелось бы поймать судака. Но на это у меня только маленькая там снасть джига. Это вот рыбка, ну, тоже мало реально. Угря поймать, это вообще, ну, это черви нужны. Вот. Так что пока у меня в этом году не пойман окунь ни разу. Ну, щук 6 рыб я поймал. Щук. Из них 3, по-моему, съел. А может 4. Ну, в общем, а какую-то часть отпустил. А, нет, 3 я съел, 3 отпустил. Вот так вот. В общем, вот такая рыбалка. Ну и 2 леща, обоих съел. Довольно хорошие такие. Один вообще большой был лещ, сегодня поменьше немного лещ. Вот так протекает жизнь походная. Здесь я еще побуду несколько дней, а потом начну выбираться, потому что сегодняшний день с ветром меня навел на печальное размышление. Как я буду выбираться, если будет сильный ветер? Ну, в несколько этапов, по чуть-чуть перебираться. Тут, в принципе, стоянки-то есть. Как сюда плыл, так и отсюда буду выбираться. Приблизительно таким же образом. Надеюсь, получится. Ну, а там, кто его знает, какая будет погода. Может, это будет прекрасное вообще. Поплыву такой по глади озера. Без всяких заморочек, без проблем. А может и нет. Может, будет ураган, и тогда... Ну, что тогда? Что-то придется придумывать, не знаю. Пешком не выйти мне отсюда. Только по воде.
Ладно, как уж получится, как Бог даст. Горит гнилой еловый пенек, а возможно и сосновый. Практически чистая смола, как будто горит какая-то жидкость горючая, бензин там или что-то подобное. Сильнейший жар. Вот сейчас я нахожусь на расстоянии, метра 4, а тем не менее чувствуется так. Пришлось баллон с газом убрать в сторонку. Вот что такое гнилой пенек. Конечно, дров я заготовил более чем избыточно. Вот это вот прогорит пенек, и пойду после этого спать. Сейчас я закусил на ночь, поел гречки, компота попил. Хорошо. Послушал радио в волю. Интересные там передачи. И вот жду, когда прогорит эта удивительная заготовка. А так стоял пенек весь гнилой, мхом покрытый. Такой весь он трухлявый, не знаю. Его буквально там пора столкнул, сломал. И вот что это такое. Одна смола. Жар вообще мощнейший. А это бревно, которое я тащил. Оно перегорит пополам. Завтра буду дожигать его. И там еще одно лежит. А сама по себе сосна, от которой я отпиливал, она здоровая. Там еще на много-много раз. Наверняка за время пребывания здесь полностью я ее не сожгу. Вот что такое нормальный, хороший костер. Почему нужна пила, почему нужна веревка? Потому что ночью с таким костром ощущаешь себя совсем иначе. Даже тут жарко, в 4 метрах. И сильный запах смолы еловой, канифоли. Как будто горит большое количество канифоли. В общем, так оно и есть. Аж ревет пламя. Настоящее наслаждение огнем. Göklerde dalgalan çıksın benim avazım. Ol beyazım beyazım, türküm elimde azam.